Ребят, всем привет! Выдалось у меня немножко свободного времени и решил заняться немножко своими делами в мастерской. Сейчас занимаюсь усовершенствованием своего тарильчато-шлифовального станочка. Кто не видел, как я его делал, вот вам подсказка, либо ссылка будет в описании. Какие изменения? Во-первых, если вы помните, здесь у меня покрытие было просто шпон, а сейчас я приклеил нержавеющий лист сюда. Ну, естественно, нужно еще немножко обработать. Приклеивал на силикон и ставил под пресс. Изменения также коснулись фланца. На прошлом была очень мелкая резьба, шаг 1 мм. Здесь уже крупнее, 2 мм. Короче, прошлая резьба сбилась и здесь не было упора. Так что каждый раз позиционирование диска было очень неточное. Новый фланец почти готов. И осталось только расточить посадочное отверстие. И сегодня в видео речь пойдет как раз таки о расточных резцах, а точнее мы изготовим оснастку на токарной державки под расточные резцы. Пока что у меня в арсенале есть только державка для самого большого расточного резца. Остальные меньшего размера пока без державок. Признаюсь, пока руки не дошли, но каждый раз почему-то я мучаюсь, выставляю их в резцедержатель. Примерно вот таким способом. Каждый раз забываю, сколько нужно подложить подкладок, чтобы точно выставить по центру. Зажимаю, проверяю, не хватает, добавляю. В общем, каждый раз я мучаюсь, и сегодня мы это дело исправим. Сделаем державки абсолютно для всех расточных резцов. Нормалек. После такой процедуры я обязательно очень тщательно протираю все направляющие. Несколько раз повторяю эту процедуру. И смазываю. Чтобы, не дай бог, ничто не попало, никакая калина. И не поцарапала, не испортила. Станочек свой я очень берегу и люблю. Хотя я его еще не приводил в порядок, я еще не шабрил. Это я делаю специально, набираюсь опыта, мастерства, так сказать, если оно появляется. Вот. Ну а потом уже сознанием дела, более-менее, я его восстановлю, естественно. Не стал я кидаться, как многие делают, сразу восстанавливать, шабрить, красить, потому как я был абсолютный ноль в токарном искусстве. Ну теперь дзен немножко на несколько ступенек у меня поднялся. Я так думаю. И уже на этой державке провар получается гораздо лучше. По вашему совету сделал глубокую фаску. 2 раза проварил с этой стороны и 1 раз с этой стороны. Хотя державка самая маленькая. Ну и теперь обрабатываем дальше. Нужно расточить, рассверлить отверстие точно под вот этот расточной резец. Ребят, хочу заострить ваше внимание.
Что токарное дело, токарное искусство — это мое хобби, моя страсть, увлечение, одно из увлечений. Их у меня много. Также очень люблю заниматься деревом. Самое главное сейчас увлечение — это мой YouTube канал, в который я вкладываю все свои силы, все свое свободное время. И хочу, чтобы вы поняли, что я не профессионал в токарном деле. Есть гораздо круче ребята, которые специально на это учились, которые действительно являются профессионалами. Что я хотел сказать, что на заказ я ничего не точу и точить не буду. Прошу это понять и прошу мне не писать в личку с заказами какими-то, с просьбой что-то выточить. Делать я это не буду. И прошу на это не обижаться. А то периодически бывают инциденты, что люди мне пишут в личку, оказывается, что они подписчики, а потом они просто разочаровываются. Ну, мне немножко это неприятно. Вот это я хотел сказать. Я обожаю делать видео для вас, стараюсь своими видео поднять вам настроение и замотивировать, чтобы у вас появилось желание приобрести станок и заняться, допустим, токарным делом, либо заняться мебелью. Ну а мы продолжаем, сейчас аккуратно обработаю торцы. Решил самодельную оснастку немного облагородить, чуть-чуть шлифанул, чтобы выглядело более, так сказать, приятно глазу. И везде купил одинаковые болты. Кстати, ребят, хочу попробовать один эксперимент, посмотреть, как поведет себя расточной резец в качестве проходного. Заодно протестирую новые пластины, заказал с покрытием по стали. Они имеют такое черное матовое покрытие. Вот так выглядит вблизи. Пройду заготовку сначала обычным проходным, а потом поставлю расточной. Буду снимать 2 мм на радиус. Ну и попробую подачу 15 соток наоборот, как пойдет. Проходной резец хорошо справился со своей задачей, отлично дробит стружку. В нем у меня установлены вот такие твердосплавные пластины по нержавеющей стали. А теперь абсолютно те же манипуляции, только с расточным резцом и пластины по стали. Для увеличения жесткости максимально задвинул резец в державку. Считаю эксперимент очень удачный, какая-то очень блестящая поверхность получается. Имеет шероховатость, но очень-очень гладкая и блестящая, как вы видите. Так что теперь я знаю, если у меня закончатся пластины на проходной, всегда можно воспользоваться расточным резцом. И закажу, наверное, для проходного резца вот такие пластины, только с покрытием по стали. Как вы видите, качество поверхности получается очень-очень хорошее. Кому нужно будет, все ссылки будут в описании под видео или в закрепленном комментарии. Хочу посмотреть, можно ли получить поверхность еще лучше. Увеличу обороты, поставлю 500, подачу на оборот уменьшу, поставлю 125 соток и съем будет 4 десятки на радиус. Отлично! Еще лучше поверхность. Звук шероховатости. Если вам слышно. Довожу все до логического завершения. Осталось расточить посадочное отверстие во фланце. Теперь уже расточной резец среднего размера стоит в своей державке.
Смотрите, ребят, выяснилось, что данная пластина с черным покрытием не подходит для чистовой обработки. Снимает нормально, но качество поверхности очень шероховатое. Так что растачивать последние десятки буду вот этими очень острыми пластинами по алюминию. Многие уже с ними знакомы. Очень острые. Ну вот, ребят, смотрите, совсем другое дело, разница небо и земля. Очень-очень гладкая поверхность получается. Итак, вроде готово, уже несколько раз снимал, проверял, сейчас контрольный замер будет. Попробую показать вам поверхность вблизи после этого резца. Великолепно. Великолепно. Проверяем. На сей раз я не прославил. Посадочка очень плотная. Сейчас попробую подзабить. Есть. На сей раз я не прослабил, посадка очень-очень плотная. Ну что, дзен потихоньку растет и увеличивается. Я имею в виду зачатки мастерства. Ну что, ребятки, поставленная задача успешно выполнена. Теперь у меня полный парк расточных резцов с державками под них. Отлично! Спасибо вам огромное за просмотр. Поддержите видео лайком, если понравилось. Всем пока, скоро увидимся.